Переклад – это гребенчатый зуб, иначе известный с научной точки зрения как Hericium corloides. И это еще один зубчатый гриб, такой же, как львиная грива. Он относится к этому замечательному семейству зубчатых грибов. С помощью этого гриба мы видим, что они образуют красивые ветвящиеся грибковые структуры с зубчатыми удлинениями, свисающими на конце, иногда похожими на кончик гриба. Отсюда и название гребенчатый зуб. По сравнению с львиной гривой, которая имеет более мягкий вкус, у этого более выраженная землянистость, а также очень похожая текстура, которую вы найдете у львиной. По мере созревания гриба мы заметим, что этот розовый оттенок начинает переходить в приятный белый цвет, и в этот момент мы сможем приступить к его сбору. Так что скоро все станет гораздо серьезнее, чем сейчас. У нас все еще будет примерно 3-4 дня до того, как мы соберем урожай. Но этот действительно замечательный гриб, скорее всего, содержит много тех же лекарственных соединений, что и львиная грива, таких как хариценоны и соединения фактора роста нервов. По сути, это отличный гриб, который можно использовать вместо львиной гривы, или некоторым людям нравится вкус, который вы можете получить по сравнению с некоторыми другими хересями. Этот отличается от других. В настоящее время мне просто нравится использовать гриб в смешанных случаях и тому подобное. Это хороший гриб, просто добавить еще один слой глубины в коробку, которую кто-то покупает, или кому-то интересны грибы, похожие на львиную гриву. Этот гриб очень хорош для разнообразия и придания ему большего вкуса. Это каштановый гриб или фолиота адипоса. Эти грибы все еще находятся в зачаточном состоянии. Они будут готовы к сбору урожая, вероятно, в течение следующего дня или около того. Но это действительно популярный сорт. Это родственник другого гриба под названием фолиота намако, который также является действительно крупным грибом. Известно, что у этого гриба есть такие красивые маленькие пучки мицелия и маленькие веснушчатые мицелий, который будет расти на верхней части шляпы. И это просто признак здорового гриба в хорошей окружающей среде. Мне нравится тот факт, что он производит эти замечательные гроздья, которые можно получить из многих грибов. Это отличный гриб с великолепным вкусом, приятным землистым оттенком и отличной мясистой текстурой. А некоторые люди даже сообщают о том, что у него есть нотки мягкого перцового вкуса. Итак, перед нами главный гриб льва, также известный как Hericium corloides. И это действительно популярный гриб. У него есть эти замечательные удлиненные зубцы, которые придают ему чудесную текстуру, а также мягкий вкус. Многие люди готовили его разными способами, но в основном это просто замечательный гриб, который также можно использовать взаимозаменяемо в качестве лекарственного гриба, известного своими гориценосами и уринами, которые этот гриб содержит гриб. Это наш штамм изысканных, который отличается тем, что из всех львиных гриб, которых мы выращиваем, у этого самые длинные зубы. Этот гриб все еще находится в зачаточном состоянии, и у него еще есть пара дней до сбора урожая. Вы можете собрать урожай на этом этапе и получить немного больший срок хранения и более плотную текстуру гриба в целом. Но он также будет иметь приятный розовый оттенок, когда начнет развиваться. Когда он полностью созреет, он посветлеет и приобретет приятный белый цвет. Как только он полностью созреет, вы заметите, что гриб начинает желтеть. Главное поймать его до того, как он дойдет до этого момента. Он зеро, это просто очень крутой гриб. Мне нравится, что он есть в линейке. Он не такой тяжелый и урожайный сорт, как он один или он три. Обычно он весит в среднем от 2,5 до 3 фунтов за первый флеш. А второй и третий флеш будут откачиваться эти милые маленькие головки с львиной гривой, обычно весят в среднем от 1 до 2 фунтов. Мне нравится этот гриб за его способность демонстрировать длинные ледяные черепа, похожие на черепа, и просто за то, что он обладает таким приятным разнообразием, что люди могут испытать немного всего, что может предложить львиная грива. На свете существует так много сортов, которые можно выращивать и экспериментировать с ними, и знаешь, ты можешь найти те, которые тебе больше нравятся. Так вот, здесь у нас есть пакетик грызло-золотистого зерна эноки. Это фламулина велитивис, и это действительно классный гриб. На самом деле его выращивают в основном в холодных, очень холодных условиях. Этот гриб действительно растет при охлаждении, и часто можно увидеть, как он растет при температуре около 40 градусов. Этот мешок уже начал плодоносить, и мы видим золотистые грибы эноки, растущие прямо на зерновой гриб. Так что мы все еще можем использовать его для инокуляции многих субстратных форм. Он по-прежнему пригоден для производства, если только пакет будет сохранен, запечатан и очищен перед тем, как доставить его в лабораторию и использовать для прививки. Золотой эноки, который мы выращиваем, имеет тенденцию быть очень быстрым, агрессивным плодоношением, а также агрессивным колонизатором. Обычно он захватывает субстрат в течение 3 недель, а затем в этот момент мы можем сразу перейти в комнату для выращивания растений. В последнее время мы просто делаем небольшой аккуратный срез на конце блока, как мы делаем с нашими вешенками, чтобы упростить некоторые процессы здесь. И мы заметили,
заметили, что грибы действительно хорошо приживаются таким образом. Нам очень нравится, как формируются грибы, и кажется, что все довольны. Так что это значительно облегчает нам задачу. Именно этим мы сейчас и занимаемся с этим штаммом. Другие сорта могут предпочесть другие методы, например, верхнее плодоношение. Лучше всего провести множество испытаний на каждом штамме, который вы получаете для выращивания. И провести эти испытания, прежде чем переходить к определенному методу производства, оптимизированному для комнат выращивания и всего остального. Золотистый дуб широко используется по всей Азии благодаря своей приятной текстуре, очень длинным вытянутым стеблем и очень маленьким шляпкам. Я думаю, что это как раз то, что действительно интересно выращивать. Это Ганодерма сисиль, также известная как рейши. Это один из многих сортов Ганодермы, которые мы выращиваем. Это самая быстрая и агрессивная Ганодерма, с которой я сейчас работаю. Обычно она колонизирует субстрат в течение недели. Я заметил, что рост грибов происходит всего за 2-3 недели. Вы начинаете замечать, как начинают формироваться маленькие образования рейши. Незадолго до этого они достигнут приличной высоты, и ты сможешь опустить мешок вниз, поместить их в комнату для выращивания или в среду с пониженным содержанием воздуха. И тогда начнется формирование раковин. И это произойдет в течение 1-2 недель. Ты заметишь, что грибы будут образовывать эти красивые дискообразные образования, которые действительно придадут грибам действительно уникальный внешний вид. В этот момент мы даем им созреть, а затем можем собирать урожай в нужное время, чтобы максимально увеличить урожайность гриба. Прошло чуть меньше 2 месяцев, и мы уже наблюдаем действительно хороший рост этого гриба. Он не такой лакированный, как Ганодерма люцидум. Ганодерма люцидная даст гриб, который будет по-настоящему блестящим. А еще у нас есть Ганодерма мультипилиум, азиатская разновидность, у которой гриб приобретает оранжевый и желтоватый оттенок. И у них действительно красивые рога по сравнению с некоторыми другими грибами рейши. Этот рейши просто очень агрессивный. У него чудесный внешний вид, когда он полностью вырастет. Многие люди спрашивают меня, могу ли я съесть этот гриб, а в чем я могу его приготовить, ну и как оно на вкус. Ответ по сути таков. Этот гриб лучше всего использовать в чае, экстрактах и лечебных напитках, потому что у него действительно жесткая текстура. Когда его сушат, он становится почти настоящим волокнистым, как ветка дерева или что-то в этом роде. Его действительно трудно есть, он очень жевательный. Так что вам придется заваривать гриб примерно в горячей воде, или же вы можете извлечь его с помощью различных растворов или растворителей и получить лекарственное средство. Полезные вещества, такие как полисахариды и некоторые другие соединения, которые вы найдете в этих грибах. Доказано, что он стимулирует иммунную функцию, оказывает противораковое и противоопухолевое действие. Да, в ходе исследований было выявлено множество преимуществ. Так что это классный гриб. Вот здесь у нас есть агриси баджерита, иначе известный как пепина. И это колонизированный блок субстрата или опилок, который был захвачен грибным мицелием, который является этот белый организм, который вы видите, в основном пожирает эти опилки. Это замечательный гриб с красивой длинной ножкой и красивой бархатистой шляпой. Он широко используется в средиземноморской кухне, например, для приготовления пасты и других подобных блюд. В настоящее время мы выращиваем здесь его в большом количестве. Это отличный гриб, который мы используем в дополнение к смешанным случаям, которые мы собираем. Вот здесь у нас есть блок колонизированных опилок, который был дополнен. И на данный момент мы наблюдаем, что колонизация продолжается уже около 17 дней. С этим штаммом все происходит довольно быстро. Он колонизируется примерно за 14-18 дней. А через 18 дней вы увидите, как внутри мешочка образуются эти милые маленькие булавки, маленькие участки, где в определенных местах вы увидите рост грибов. В этот момент он уже готов к отправке в комнату для выращивания, потому что как только начинают формироваться иголки и грибы, рост происходит очень быстро. Самое большее, через 5-7 дней грибы будут готовы к сбору урожая. Так что я просто разрежу этот пакет. Когда я буду готов собрать гриб, я просто срежу его с самой верхушки. И вот теперь мы видим красивый гриб, маленькие наборы грибов, формирующиеся прямо в пакете. В основном поместите это в комнату для выращивания прямо перед тем, как это произойдет. Потому что если вы позволите грибам просидеть здесь слишком долго, они продолжат расти в течение следующего блюда, примерно через 3 дня они достигнут здесь точки расцвета, и рост грибов прекратится. Мы просто-напросто разрежем его вот так и поместим в комнату для выращивания, где будут оптимальные условия. Обычно этот гриб предпочитает более высокую влажность и прохладную погоду, но, как правило, мы можем выращивать его круглый год. Температура может варьироваться от 65 до 75 градусов. Мне действительно
особенно нравится, когда влажность воздуха составляет 90%, а также когда мы выращиваем здесь такие экзотические сорта, как мы рассматриваем субстратный блок Black Pearl King Trumpet, и прямо сейчас он проходит процесс колонизации. На самом деле процесс колонизации или инкубации длится около 7 дней, и мицелий только начинает пробиваться сквозь опилки. Этот гриб любит прохладную погоду и повышенный уровень кислорода. По сути, это та же среда, в которой мы выращиваем все наши грибы. Это своего рода лучшее из обоих миров, в отличие от классического королевского трубочайника. Говорят, что это гибрид плюротас аспритас и плеврального шприца, то есть вешенки и королевские трубы. Королевские трубы, как правило, немного более жесткие или более жевательные. Этот гриб немного нежнее. Он очень-очень вкусный. У меня есть много поваров, которые действительно любят использовать этот гриб и получают лучшее из обоих миров. Ты можешь использовать его как королевскую трубу или как устрицу. А еще через неделю или две этот грибной блок будет полностью заселен и готов к отправке в помещение для выращивания грибов, чтобы начать процесс производства грибов. Так что на этом этапе мы просто вернемся к инкубации и подождем этого времени.